Всем привет! Вы на канале Джули Назарова, и сегодня я вам покажу, как красиво сделать 5 пушистых и реалистичных животных в миниатюре. И начнем с очень миленького поросенка. Катаем шарик и вытягиваем одну сторону. Это будет голова с пятачком. Маленький кусочек черной пластики делим пополам и формируем глазки миндалевидной формы. Стеком делаем углубление для глаз и заполняем. Делаем еще два мелких углубления, отделяем пятачок и формируем ротик. Из маленьких кусочков сделали два тоненьких ушка и прикладываем к голове. Стеком формируем углубления в ушках и запекаем 10 минут. Теперь делаем тело, формируем овал, соединяем с головой и хорошенько сглаживаем стык. Далее заднюю часть делим на две половинки и, как вы уже догадались, делаем милую попку. Чтобы лапки были устойчивыми, не деформировались во время запекания и после не сломались, делим зубочистку на 4 равные части. Аккуратно вводим их в заготовку, где должны быть конечности, а для хвостика прижимаем тоненький кусочек пластики и слегка перекручиваем. Запекаем стоя на палочках 10-15 минут. Теперь каждую палочку обворачиваем полимерной глиной, приглаживая все стыки и неровности так, чтобы лапы с телом стали одним целым, а на концах лап формируем копыта. Вот так должно получиться. Запекаем еще 15 минут. Розовой краской я покрасила свинке пятачок, ушки, копытца и хвостик, но я потом передумаю и сотру краску, так что можете этого не повторять. Режу шерсть для валяния, делаю себе заготовки, а если у вас такой нет, можете попробовать заменить ватой. Приклеиваем шерсть по всему тельцу и на лапки. Красивенько подстригли и также приклеиваем шерсть на голову и мордочку вокруг пятачка. Состригаем лишнюю шерсть, открываем глазки. Теперь розовой и коричневой пастелью будем окрашивать шерсть. Наносим кисточкой по всей поверхности, выделяя попку. И тут я заметила, что розовый цвет краски не смотрится, и все стираю. Так, мне кажется, намного лучше. Теми же цветами пастели прокрашиваю ушки, пятачок и копытца. Вот такой замечательный реалистичный поросенок у меня получился. А теперь я покажу, как делать зайчика. Катаем шарик белой пластики и формируем голову. Вот так она должна выглядеть. Стеком делаем отверстия для глаз и кладем их по черному шарику. Глазки должны получиться объемными. Булавкой прорисовываем носик и пальчиками слегка приподнимаем. Для ушек берем два одинаковых кусочка полимерной глины. Каждый кусочек растягиваем и делаем защипы. Отрезали ненужные части и прижимаем ушки к голове. Вот такие ушки в итоге получились. Запекаем 10 минут. Теперь формируем тело так, чтобы образовалась немножко выступающая грудка и животик, и соединяем с головой. Для нижних лапок расплющиваем небольшой овальчик. Разрезали пополам, разделили пальчики и слегка закруглили. Прижимаем их под телом зайчика. Для верхних лапок скатали жгутик, разрезали пополам и тоже разделили пальчики. Прижимаем лапки к телу и запекаем 15 минут. И если вы хотите сделать зайчика пушистым, берем светленькую шерсть для валяния, режем ее и делаем себе заготовки. И если у вас такой нет, можете попробовать заменить ватой. Приклеиваем шерсть по всему тельцу и красивенько подстригаем. Мелкую состриженную шерсть можно приклеить на лапки. Далее покрываем шерстью голову и подстригаем. Состриженную шерсть приклеиваем на мордочку и ушки, а также приклеиваем хвостик. Далее крошим розовый мелок пастели и красим носик, внутреннюю часть ушек и лапки. Серого мелка пастели у меня нет, поэтому я крошу белый и добавляю немного черного цвета. Размешиваю кисточкой и получается красивый серенький. Окрашиваем этим цветом ушки, хвостик, носик и вокруг глаз. Также выделяем шейку и грудку. Вот такой замечательный, реалистичный и пушистенький ушастик у меня получился. Далее очень маленькая морская свинка. И для этого из белой полимерной глины формируем овал. Из кусочка поменьше делаем круг со слегка приплющенными сторонами и соединяем части. Это голова и тело. Стеком делаем отверстия для глаз и кладем в них два одинаковых очень маленьких черных шарика. Затем, немного придавливая, выделяем ротик и носик. Далее из двух одинаковых частей светло-коричневого цвета делаем ушки. Для этого часть нужно расплющить и приложить к голове.
Из того же цвета полимерной глины делаем передние и задние лапки. И когда все 4 мы уже прикрепим, нужно сделать длинненькие тонкие пальчики, как на лапках морских свинок. И после этого отправляем в духовку на 10 минут. После запекания берем светлую шерсть для валяния и немного отрезаем. Разделяем шерсть, чтобы ее было удобно брать и клеить. Клеим сначала на все тело, вот так один кусочек шерсти за другим. Подстригаем этого пушистика. Теперь таким же образом клеим шерсть на голову, мордочку и грудку. Впоследствии подстригаем под уровень шерсти на тельце. И так как у меня не оказалось рыженькой или светло-коричневой шерсти, можно окрасить пастелью в этот цвет. Поэтому главное иметь у себя базовый цвет шерсти, потому что ее можно окрасить в любой. Также можно смешивать цвета и оттенки пастели для мега крутого результата. Посмотрите, ребята, какая она у меня получилась удивительная, такая маленькая и реалистичная. А теперь щеночек пуделя, и из всех животных из этого видео можно сделать для кукол. Катаем шарик полимерной глины и вытягиваем носик. Вот такой должен получиться. Затем делаем отверстие для глазиков и продавливаем ротик. Из маленького кусочка черной полимерной глины делаем носик. Шилом или иголкой делаем ноздри. Затем из двух одинаковых приплюснутых шариков той же пластики делаем глазки. Очень тонко катаем белую глину и делаем верхние веки собачки. Далее из того же цвета делаем одинаковые ушки в форме вытянутой капельки и прижимаем к голове. Теперь делаем небольшой овал и кладем на голову. Далее делаем тело продолговатой овальной формы. Разрезаем один край посередине и вытягиваем лапки. То же самое повторяем и с противоположной стороны. Прижимаем голову и сглаживаем место соединения. Поправляем лапки и запекаем 15 минут. Для того, чтобы сделать шерсть, я беру светлую шерсть для валяния и отмеряю примерную длину на ушки. Всегда нужно брать больше, чтобы стрижка вышла как надо. И клеим ее на прозрачный клей. На верхушку головы вот так располагаем шерсть и подстригаем эту красотульку под стайл. Для хвостика скатываем в шарик немного шерсти и приклеиваем. Прозрачным лаком покрываем носик и глазки, чтобы блестели. Бантики я вырезала и сделала из красного фетра. И последний из пушистиков милейший цыпленочек. Из полимерной глины ванильного цвета формируем тело. Для головы скатали шарик того же цвета. Из мелкого кусочка пластики формируем острый край, и это будет клювик. Далее катаем два одинаковых черных шарика, стеком делаем углубление для глаз и кладем в них эти черные шарики. Берем тоненькую проволочку и отрезаем две части одинаковой длины. Вводим эти палочки в заготовку и запечь ее нужно стоя на этих палочках. Для этого смяли фольгу, и эти кусочки смятой фольги как подставочки подпирают заготовку. А запекаем минут 15. После запекания обворачиваем палочки пластикой того же цвета, что и клюв. Далее скатали длинные маленькие кусочки и сделали пальчики. Вот таким образом соединяем лапки и снова запекаем с опорами минут 10. У цыплят перья как нежный пушочек, поэтому нарезаю шерсть для валяния и делаю заготовки. Наносим клей, приклеиваем шерсть к тельцу и подстригаем. Для крылышек приклеиваем такие маленькие кусочки шерсти. Далее выполняем все те же действия на голове. И чтобы сделать окрас цыпленка реалистичным, наносим кисточкой желтую пастель. Маленький миленький цыпленочек готов, и он так хочет вам понравиться. Не пожалейте лайк за мои старания. Подписывайтесь и обязательно посмотрите эти видео. Всем хорошего дня и до скорых встреч!